Здравствуйте, господа и дамы. Это свершилось. Наконец-то сталкеру второму удалось увидеть свет. Но с оптимизацией, спойлер, все очень печально. Настроек хоть и много, можно даже под себя там что-то сделать, но далеко не все параметры дадут существенный буст к производительности. Тем не менее, энтузиасты уже успели выпустить модификации, которые должны на более слабых системах улучшить ситуацию. Ждать патч придется, без него никуда. А в этом видео я вам покажу, на мое мнение, достаточно неплохие настройки графики, которые дадут максимально высокий FPS и хорошую картинку. А также рассмотрим модификации и слегка оптимизируем нашу систему. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Начнем мы со вкладки «Дисплей». Режим экрана ставим полный экран, либо эксклюзивный, либо безрамочный. Поле зрения. Низкий FOV даст вам около 1% производительности. Особого смысла не вижу этого делать, выбирайте то, что вам больше нравится. Вертикальная синхронизация. В шутерах обычно ее отключают, потому что дает большую задержку. Тем не менее, если ваш процессор загружен на 100%, в некоторых ситуациях включение вертикалки может слегка разгрузить ваш процессор. Частота кадров я оставляю на 240. NVIDIA Reflex Low Latency. Рекомендую включить, так как понизим задержку и на FPS не влияет. Все остальное по желанию. Применяем настройки и переходим на графику. По параметрам графики я отталкивался от своей системы, которая у вас на экране. Если у вас плюс-минус что-то похожее, можете выбирать, как и у меня. Но сразу предупреждаю, далеко не всегда у вас будет 60 FPS. Как бы вы ни пытались что-то там настроить, игра имеет большие проблемы с оптимизацией. Единственное, что может исправить ситуацию, это генерация кадров. Если вам с ней комфортно играть, да, вы получите большое количество FPS-иков. Но мне такой способ не нравится. В остальном, если не забегать в какие-то там поселения, на моей системе держится в районе 65-70 FPS. Начнем по порядку. Качество текстур на FPS никак не влияют. Тут стоит отталкиваться от вашей видеопамяти. Если у вас более чем 4 гигабайта видеопамяти, можете выбирать среднее и выше качество. Я остановился на высоком. Волосы. Выбираем низкое качество. Детализация объектов. Тут у нас есть два варианта. Либо низкое качество, либо среднее. По FPS, если влияет, то не более 1%. То же самое касается и качества эффектов. Низкое, либо среднее. Материалы. Низкая. Постобработка. На FPS не влияет, выбирайте либо среднее, либо высокое. Сглаживание. Так как при любом раскладе мы будем использовать масштабирование изображения, будь то FSR, либо DLSS, да и вообще, по-моему, ни на что не влияет. Я когда выбирал масштабирование на TAA, либо Non, то есть отключал его, качество картинки никак не меняется. Глубина резкости. Тут по желанию я оставляю высоко. Световые столбы. На FPS никак не влияют, я оставляю включенным. Резкость. Я слегка повысил до 40% под свой монитор, чтобы картинка стала не такая мыльная, особенно с масштабированием. Собственно, метод масштабирования. Здесь у нас есть DLSS, XS, Non, то есть это отключаем полностью. Но в таком случае по какой-то причине FPS наоборот меньше. Скорее всего из-за того, что падает нагрузка на видеокарту. То есть TAA дает мне большее количество кадров. Если вы не приветствуете любой вид масштабирования, тогда выбирайте TAA. И масштаб разрешения ставьте где-то, я вот бегал на 80, и мне показалось в принципе более чем. Что-то похоже на уровень DLSS, пресет
Quality. В остальных ситуациях FSR на пресете Quality, как и DLSS на пресете Quality, плюс-минус одинаковые FPS. Если у вас видюшки там 4060, 4070 и так далее, можете включить генерацию кадров. Как говорится, халявный FPS. Для остальных серий видеокарт нам доступна генерация кадров уже от AMD. Я лично включал, бегал, смотрел, да, количество кадров, конечно, растет прямо на глазах. Но у меня какое-то такое ощущение не очень приятное. Тяжело передать его. Поэтому я лично отключаю. Качество затенения кушает от 3 до 5% производительности. Если вам нужно затенение, ставьте среднее либо высокое. Глобальное освещение. Достаточно странное поведение этого параметра, поэтому я выбираю либо среднее, либо высокое. Отражение. Кушает 1-2% производительности. Можно поиграть на низком, никто не спорит, но слишком какие-то мыльные лужи. Когда ты передвигаешься, это прям очень сильно бросается в глаза, поэтому я выбираю высокое. Качество теней. Среднее либо высокое. Облака. На FPS никак не влияет, но на всякий случай, зная этот движок, я лучше поставлю низкое. Туман. Кушает около 3% производительности, я ставлю на низкое. Небо. То же самое, как и облака. На всякий случай понижаем до низкого. Качество растительности. Низкое и среднее качество на FPS никак не влияют. А уже высокое скушает 2% и эпичное еще плюс 2% сверху. Растительности в Сталкере 2 очень много, поэтому я рекомендую поставить хотя бы среднее. Дистанция прорисовки окружения. По крайней мере на прорисовку персонажей либо домов не влияет. Поэтому я оставил на всякий случай среднее качество. И по настройкам у нас получается как-то так. Нажимаем «Применить» и давайте перейдем на рабочий стол для того, чтобы слегка настроить нашу систему под Stalker 2. Оказавшись на рабочем столе, нажимаем «Поиск», пишем «Настройки», «Графики». Кстати, если что, все это работает как на Windows 10, так и на 11. Просто небольшие отличия по интерфейсу. Здесь мы нажимаем «Обзор» и переходим в папку с игрой. Stalker 2, Binaries и Win64. Здесь нас встречает приложение Stalker 2 Win64 Shipping. Нажимаем на него и добавить. Далее параметры и ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Переходим на стандартные параметры графики. Если вам доступно аппаратное ускорение, тогда можете его включить. Делайте перезагрузку вашей системы, залетаете в игру и проверяете. Как нам пишет описание, уменьшает время задержки и увеличивает производительность. Но это далеко не всегда так. В некоторых ситуациях наоборот. Включенное аппаратное ускорение может сделать только хуже, поэтому проверяйте конкретно на вашей системе. Оптимизация для игр в оконном режиме включаем. Для видеокарт NVIDIA открываем панель управления NVIDIA, переходим на управление параметрами 3D, далее программные настройки, нажимаем вот сюда и ищем Stalker 2. Если его нет в списке, нажимаем добавить и ищем уже здесь. Если его, допустим, тоже нет, нажимаем обзор и снова же переходим в папку с игрой. По пути Stalker 2, Binaries, Win64 и Shipping. Нажимаем открыть. Начнем по порядку. Анизотропная фильтрация. Для производительности лучше всего выключить. В остальных ситуациях оставляем глобальный параметр управления от приложения. Вертикальный синхроимпульс. Если в игре вы его не используете, это вертикальная синхронизация, тогда выключаем. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Метод представления Vulkan OpenGL. Использует цепочку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана. Высшая доступная. Режим низкой задержки. Для производительности выключаем. Но для более-менее средних систем включаем, если это необходимо, конечно. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Совместимо с OpenGL. Приоритет совместимости. И в самом низу находим фильтрация текстур, качество и выбираем высокая производительность. Убеждаемся, что анизотропная оптимизация и трилинейная оптимизация у нас включены. И нажимаем «Применить». То, что касается модификации для Сталкера 2. Я думаю, первые деньки будут модификации на различные там графические улучшения, либо ухудшения, оптимизаторы различные и так далее, будут выходить практически каждый день. Поэтому можете следить за ними самостоятельно, либо если действительно что-то будет выходить интересное, буду закидывать к себе в телегу, прямо архивчиком. Как их включить и какие сейчас есть модификации? По ссылке в описании, либо в комментарии в закрепе. Переходим
ко мне в телегу, либо в Discord, где удобней. Я туда закину архивчик, называется Stalker 2 Байкарска. Здесь у нас сразу будут еще 3 папочки и различные приложения. Ну и самое важное, это Stalker 2 Mods. Мне лично они помогли слегка уменьшить количество фризов. По FPS, как люди заверяли, писали в комментариях, разницы никакой нет. Хотя люди писали, что у них там плюс 5, плюс 10 FPS прибавились. В моем случае это не так. Только слегка улучшилась общая оптимизация. Там, где были фризы, они вроде как пропали, но возможно это личные ощущения. Тем не менее, они удаляются в 2 клика, поэтому можете проверить. Что нам нужно? Перейти в Stalker 2 папку, далее Stalker 2, контент, packs. И здесь у нас не будет папки mods. Нам нужно нажать PKM, создать папку и пишем вот такое название. Либо сразу с моего архивчика можете скопировать папку, нажимаем PKM, копировать и уже вставляем прямо вот сюда. В этой папке у нас находится, по крайней мере, пока 3 модификации. Я поиграл с ними около 2 часов, каких-то вылетов, фризов и так далее не обнаружил. Но если вдруг вас после этих модификаций будут выкидывать из игры, можете удалить, к примеру, 2 модификации, запустить вот с этим. Поиграли, побегали, если все хорошо, закидывайте следующую модификацию и так далее. Потому что некоторые из них, возможно, не будут работать между собой. Далее у нас настройка видеокарты. Если у вас AMD-шка, смотрите для AMD. Если Intel, смотрите для Intel. Ну, я думаю, игра не запустится. Окей, далее Nvidia, то же самое Nvidia. Следующая папка очистка. Заходим в Delete and Files, выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и Да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Переходим назад, далее Delete and Files, папка номер 2. Снова же выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и Да. То, что не удаляется, отменяем. Ну и с помощью Disk Cleanup можете очистить весь кэш, который находится у вас на диске C. Далее твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Здесь у нас есть папка бэкап файлов реестра. Есть в картинках для рукастых, ногастых и головастых. То есть все расписано, делайте как вам больше нравится. И еще один вариант. Если вы уже сделали активацию, можете просто эти же бэкапчики активировать. То есть вот GameDVR1, он возвращает его взад. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. По ситуации некоторым будет FPS, некоторым ничего не делает. Тем не менее, нажимаем PKM на GameDVR1 и открываем. Либо если у вас 10, то будет написано слияние. Далее GameDVR2 тоже PKM и слияние. Отзывчивая система PKM слияние, сетевой тротлинг пропускаем и системный приоритет тоже PKM и слияние. MSI мод. Нажимаем PKM, запуск от имени администратора, да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет мы выбираем High и нажимаем Apply. После каждого обновления видеодрайвера утилита MSI мод сбрасывается, поэтому нужно будет делать все то же самое заново. Xbox Game Bar. Мы его, конечно же, отключаем, и у нас осталась схема питания максимальная производительность. Если у вас ее нет, выделяем команду, нажимаем PKM, копировать, закрываем, нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, либо командная строка и нажимаем Ctrl плюс V. Если не вставляется, нажимаем просто PKM, правая кнопка мышки и Enter. Закрываем, открываем ярлык «Схема питания». Показать доп. Схемы и ставим галочку на «Максимальная производительность». Если вдруг ее нужно будет удалить, галочку убираем, нажимаем на «Настройка схемы электропитания» и «Удалить схему». Окей. После всех этих настроек залетаем в игру и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.